Говорят, что во Вьетнаме все еще сохранились почти нетронутые человеком кусочки природы. Там тихо, спокойно, уютно и очень тепло. И говорят, что это можно найти в дельте Меконга. Но так ли это на самом деле? В прошлых выпусках мы уже успели открыть для себя лучшие курорты Вьетнама, взглянув на тропический остров Фукуок с его невероятными пляжами и на уютный курорт Муйне с его уникальной природой. В этот раз мы продолжаем открывать юг Вьетнама и отправляемся исследовать один из самых известных экскурсионных маршрутов, без которого, как говорят, покидать страну точно не стоит. Мы покажем, действительно ли это место стоит ранних подъемов и тряски в автобусах, и почему сюда стекаются туристы со всего мира. До сих пор ли это живое пространство, где люди работают и живут на воде, или это уже обыкновенный туристический аттракцион, существующий только для камер? Этот выпуск – попытка разобраться, чем на самом деле является дельта Меконга сегодня и что из себя представляют знаменитые плавучие рынки Вьетнама. Мы посмотрим, как сюда добираются, где здесь останавливаются, как выглядит утро на реке и что остается за пределами привычных маршрутов. Это видео про то, стоит ли ехать сюда самостоятельно и чего ожидать на самом деле. Ну и прежде чем мы начнем, пожалуйста, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны, оставляйте комментарии. И если вдруг хотите поддержать нас как-то по-особенному, у нас есть еще Patreon и Boosty. Ну а теперь давайте отправляться исследовать Вьетнам дальше. Впереди дельта реки Меконг. Река Меконг – это не просто река. Это основа жизни для десятков миллионов людей и, без преувеличения, один из главных живых организмов Юго-Восточной Азии. Меконг – 12-я по длине река в мире, ее протяженность около 5000 километров. Для сравнения, она почти на треть длиннее Волги. Меконг берет начало высоко в горах Тибета и, пройдя через 6 стран, впадает в Южно-Китайское море, формируя гигантскую дельту площадью почти 800 тысяч квадратных километров. И при всем своем масштабе Меконг не принадлежит никому полностью. Ни одна страна не контролирует эту реку целиком. Сегодня Меконг – это основной источник еды и дохода для более чем 60 миллионов человек. И если бы вдруг с рекой что-то случилось, то буквально весь юг Вьетнама перестал бы существовать в привычном виде. Именно она дает воду для рисовых полей, обеспечивает рыбой, служит дорогой, рынком и местом работы одновременно. Еще Меконг – это вторая река в мире по биоразнообразию рыбы, уступающая лишь Амазонке. В ее водах обитает гигантский сом Меконга, крупнейшая пресноводная рыба на планете, способная вырастать аж до 3 метров в длину. А еще в этой реке обитает особенный вид дельфинов, который приспособился жить как в пресной, так и в солоноватой воде. Ну а для туристов посещение Меконга – это редкий контраст. Ведь это одно из немногих мест, где туризм не стоит на первом месте. Здесь протекает жизнь, которая не зависит от него, и путешественники по-прежнему остаются всего лишь наблюдателями. Если вы были только на курортах вроде Фукуока, Ничанга или Дананга, вы видели лишь одну сторону Вьетнама. А Меконг показывает другую, иной ритм, другую географию и совсем другое ощущение времени. Ну и к тому же на реке расположено множество плавучих рынков, где торговцы продают со своих лодок все, от свежих продуктов до всякой мелочевки. Эти рынки являются яркой и красочной частью культуры региона и предлагают туристам уникальный опыт покупок. И познакомиться с ними легче всего из города Кантхо. Но сперва до него нужно добраться. Кантхо – это большой вьетнамский город с населением около 2 миллионов человек. Он расположен на юге Вьетнама, в дельте Меконга, и до него можно долететь внутренними перелетами, например, из Ханой или Хошимина. Но если вы уже на юге Вьетнама, то можно воспользоваться другим, очень интересным видом транспорта.
возможно, присущим исключительно Вьетнаму. В общем, мы ждем автобус на Can Tho, и там мы уже будем сплавляться по речке. Во Вьетнаме есть очень особенные автобусы, называющиеся лежачими или спящими. Что, подождать нужно? Да, он сказал, ща. А мама. Ща я понял. Такие автобусы внешне никак не отличаются от обычных, но вот внутри все устроено совсем по-другому. Офигеть, тут лежачие. Как можно понять из названия, в таком виде транспорта, как правило, лежат. Иногда попадаются и сидячие версии, но с очень удобными креслами. Хотя чаще всего по-настоящему лежишь. Во Вьетнаме это, пожалуй, один из самых характерных и запоминающихся способов путешествовать по стране. Если ты едешь, например, из Хошимина в Муйне, Далат, Ничанг или Дананг, скорее всего поедешь именно на таком автобусе. В таких междугородних автобусах все сиденья заменены на откидные лежачие кресла, расположенные в 3 ряда и 2 уровня. Как полки в купейном поезде, только в движущемся автобусе. Понял, что здесь даже есть ширмочка. Тебя не видно. Это очень необычный опыт и, наверное, один из самых удобных способов перемещаться на длинные расстояния во Вьетнаме. Хотя, конечно, есть тут и немного тонкостей, но подробно мы об этом поговорим в нашем следующем выпуске про Вьетнам. Ну а пока что мы прибываем в Can Tho и отправляемся в отель. Can Tho – это не курортный город, но уютные отели можно найти и здесь. Нам попался отель с пинтерестовских обложек. Он построен совсем недавно, и это, очевидно, с самых первых минут пребывания в нем. Да приятно. Большой ухоженный дворик, полностью белые домики в окружении пальмовых деревьев, бассейн для плавания и лежаки. Плюс приятный сервис с барами во внутреннем дворе. К тому же свежие, чистые и вкусно пахнущие номера. Даже проектор есть. Как будто бы кто-то взял и перенес отель с греческих островов и разместил в одном из районов Can Tho. Все продумано до мельчайших деталей. Достаточно стильное место и определенно одно из тех, где нам было действительно комфортно. К слову, этот отель держит группку молодых людей, которые вместе вложились в это дело и сами же здесь и работают. Возможно, отсюда и такое внимание к деталям. Кстати, бассейн в Can Tho – это тоже must-have, потому что здесь часто бывает по-настоящему жарко. Климат на юге Вьетнама оказался гораздо более жарким, чем мы ожидали. Воздух более сухой, влажности не чувствуется, и действительно нужно закрываться всякими шляпками, зонтиками, чтобы не сгореть. Ну и честно говоря, находиться в жару у бассейна куда приятнее, чем где-то посреди душного и шумного города. Ну ладно, полюбовались красивым отелем, и время двигаться к главной цели нашей поездки в Can Tho. Время 4 часа утра, и мы готовимся к экскурсии на плавающий рынок. Экскурсию к плавающему рынку можно найти прямо придя на набережную города. Здесь полно экскурсоводов. Ну или как мы, организовать все через лобби отеля. Эта экскурсия явно начинается не как вылазка мечты. Ты не выспавшийся, двигаешься за гидом в темноте по набережной Can Tho в поисках своей лодки. Спящие, сонные, отравленные, выдвигаемся смотреть реки. Хорошие предпосылки для успешного путешествия. Каждое утро от набережной Can Tho отходят десятки, если не сотни лодок, которые еще до рассвета движутся в сторону плавающих вьетнамских рынков по дельте реки Меконг. Отбрасывая в сторону недосып, такая поездка очень даже приятная и освежающая.
В нашу команду входит, помимо нас, сопровождающий нас местный гид, говорящий на английском, и лодочник, управляющий лодкой. Спустя примерно 40 минут плавания начинают попадаться первые плавающие магазины. Сперва их не очень много, но затем ими заполняется вся река. А это значит, что мы на месте. Плавающий рынок на Меконге возле города Кантхо – это одно из самых колоритных и аутентичных мест во Вьетнаме. Посещение этого рынка как путешествие во времени. Сюда все еще каждое утро сходятся сотни лодок с фруктами, овощами, товарами, как это было десятки лет назад. Самый известный рынок, на который мы и приплыли – Чайранг. Это крупнейший и самый оживленный плавающий рынок дельты Меконга, где торговля идет прямо с лодок на реке. Есть и другие, но именно Чайранг лучше всего подходит для путешественников, легко добраться, колоритно и работает ежедневно. Мы, кстати, неспроста так рано отправились сюда, ведь с 5 до 8 утра самое активное время. В это время десятки больших лодок выстраиваются посреди реки, а между ними лавируют маленькие лодочки с покупателями. После 9 утра рынок заметно затихает. Становится жарко, и продавцы уплывают домой. На плавающих рынках, как правило, торгуют продуктами, в особенности фруктами. Манго, ананасами, арбузами и бататом. Каждая лодка торгует только 1-2 продуктами. Чтобы покупатели знали, что продается, над лодкой вывешивают бамбуковый шест с образцом товара. Вся торговля происходит прямо на воде, без причалов, без крика, только шум моторов и запах фруктов. Без преувеличения, это один из самых необычных рынков, что нам довелось посещать. Но вопреки нашим ожиданиям, на плавучих рынках наша экскурсия не заканчивается. И лодки сворачивают с широкой реки в узкие боковые каналы Меконга. И здесь начинается совсем другой Вьетнам. Тихий, зеленый, медленный. Меконг разливается в большое количество небольших каналов, а атмосфера меняется мгновенно. Исчезает гул моторов, и вокруг пальмы, банановые деревья, водные лилии и гладь воды. Иногда можно увидеть, как местные стирают одежду прямо у берега, или даже плавают в каналах. Лодка медленно скользит по тенистым тоннелям из лиан и пальмовых листьев, и ты постепенно ощущаешь, как погружаешься в настоящий Вьетнам. Вообще, жизнь вдоль каналов достаточно плотная, хотя и не шумная. За всем этим очень интересно наблюдать, потихоньку плывя вдоль каналов. Через 15-20 минут плавания лодка причаливает где-то в глуши. Погодка, конечно, прекрасная. Очень хорошо подходит этим каналам вот эта солнечная погода. Чтобы увидеть эту коричневую муть? Это называется джунгли. В программу посещения плавающего рынка и каналов входит еще и посещение фабрики лапши. Посмотрим. Неподалеку от причала, где-то посреди небольшой деревни, находится фабрика, где много поколений вручную производят рисовую лапшу. Хоть сюда и водят экскурсии, но по факту это действующий семейный бизнес. Здесь можно посмотреть, как делают лапшу, и, собственно, попробовать сделать ее самостоятельно. Итак, как это происходит? Сперва рис вымачивают в воде несколько часов и измельчают до жидкой массы, почти как тесто для блинов, даже выглядят похоже. Из этой смеси на плоских круглых сковородках выпекают тонкие рисовые лепешки. Все это происходит над дровяным огнем под навесом, из-за чего здесь довольно жарко, но аромат риса заполняет все помещение. Затем лепешки выкладывают сушиться на бамбуковых решетках, где они становятся плотными и хрупкими. Происходит это с помощью особенной бамбуковой круглой решетки. На самом деле, с непривычки это оказывается сложнее, чем изначально кажется. Круто получилось. Ну все, профессиональный изготовщик макарон. После того, как рисовое тесто заготовлено, его отправляют сушиться. И как это делают? Это делают просто на солнце. Тесто кладут на 5-6 часов. После этого собирают, обмазывают маслом и превращают в лапшу.
Лапшу, кстати, делают разных цветов, но из одних и тех же ингредиентов. Финальный шаг – нарезание лапши на длинные полоски с помощью специального устройства. Получается привычная вьетнамская лапша – баньфо. И после того, как это нарезается, ты берешь это и, соответственно, складываешь порцию в специально заготовленную посудку. Я очень надеюсь, что конкретно эта лапша не идет в продажу, потому что все здесь делается грязными руками. Да, надеюсь, это чисто туристическое место. Фабрика лапши оказалась финальной точкой нашего маршрута. После ее посещения нас вместе с другими туристами повели назад к лодкам, а оттуда неторопливо вернули в город. По пути можно комфортно расположиться в лодке, еще раз полюбоваться уже закрывающимся рынком и заодно поразмышлять о том, так стоит ли экскурсия того, чтобы вставать так рано. Когда мы ехали в дельту Меконга, мы ожидали тишины, спокойствия и почти нетронутой природы. И все это здесь действительно можно найти. Но Меконг поблизости от Канхо – это не совсем про это. Здесь это больше про постоянное движение и бурную жизнь. Знаете, для нас посещение дельты Меконга стало путешествием одновременно очень захватывающим и абсолютно не таким, каким мы себе его представляли изначально. А все потому, что, оказывается, есть два абсолютно разных способа, как можно познакомиться с этой рекой. Первый способ – это сделать как мы и отправиться к плавучим рынкам Вьетнама, где можно познакомиться с этой хаотичной и бурлящей вьетнамской жизнью. Но есть еще и второй способ, про который мы, к сожалению, узнали слишком поздно. Есть аналогичные экскурсии, где ты также арендуешь лодку, но отправляешься к очень тихим и уединенным каналам реки Меконг, где почти нет цивилизации, нет людей и есть только природа. И, собственно, в этом и есть очарование этой экскурсии. Как нам кажется, оба эти варианта, конечно же, достойны вашего внимания, но вот какую из этих экскурсий выбирать именно вам, вы можете решить сами для себя. Лично нам очень понравилось наше путешествие к плавучим рынкам Вьетнама, и если мы вдруг снова когда-то окажемся в этих краях, мы обязательно его повторим, потому что это был действительно уникальный опыт. В целом же, если вы ищете во Вьетнаме не только пляжный отдых, но и ощущение настоящей жизни, Меконг точно стоит того, чтобы сюда добраться. И отвечая на поставленный прежде вопрос, да, все это точно стоит ранних подъемов. На этом мы заканчиваем наше знакомство с этой частью Вьетнама и готовимся исследовать страну дальше. Впереди скрытые сокровища страны и ее самые большие и впечатляющие города и достопримечательности. Вьетнам – это страна, которая способна предложить многое, и мы будем показывать это и дальше. Спасибо, что были в этом путешествии вместе с нами. Если выпуск оказался для вас полезным или просто подарил немного тропического настроения, поддержите его, пожалуйста, лайком и подпиской. Ну а мы увидимся с вами в наших следующих путешествиях.